Врачи жестоко выставляют старушку из клиники за неуплату. Несколько недель спустя они узнают, кто она на самом деле, и рыдают на коленях. Маргарита, пожилая женщина, лежала на больничной койке в палате, окруженной звуками медицинских приборов и приглушенными голосами в коридоре. Она находилась в частной клинике «Альфа-Мед», известной своей специализацией в области кардиологии и высокими стандартами лечения. Прошла уже неделя с момента ее госпитализации с диагнозом «сердечная недостаточность». Счета за лечение росли с каждым днем, и администрация начала проявлять тревогу. Цифры, связанные с пребыванием Маргариты, выходили за рамки допустимого бюджета. 3 врача — Антон, Людмила и Валерий, которые вели ее случай, после недолгого совещания с холодными лицами вошли в палату. «Маргарита Ивановна, к сожалению, время истекает. Мы так и не получили платеж, о котором вы говорили», — сообщил доктор Антон. Морщинистое лицо женщины выражало тревогу. «Я все понимаю, правда. Но я уже говорила вам, мой сын оплатит лечение. Он просто очень занят на работе, но он обязательно приедет», — прошептала она. Доктор Людмила, самая нетерпеливая из троих, скрестила руки. «Маргарита Ивановна, мы понимаем, что бывают трудности, но клиника — это коммерческое учреждение. У нас ограниченные ресурсы. Кто-то сейчас нуждается в этой палате и может оплатить лечение». «Дайте мне всего неделю», — умоляла старушка. «Он обязательно все уладит». После обмена недоверчивыми взглядами доктор Валерий, до этого молчавший, сказал: «Хорошо, мы дадим вам ровно 7 дней. Если платеж не поступит, нам придется действовать». Старушка с благодарностью кивнула, хотя в ее глазах оставался страх. С момента ее поступления в Альфа-Мед врачи не могли понять, кто она такая. Она пришла одна, без документов. На ней была поношенная одежда, в руках старая сумка. Она жаловалась на боль в груди и головокружение. «Вы уверены, что стоит ее госпитализировать?» — прошептала медсестра доктору Антону. «Она выглядит не как типичный пациент нашей клиники. Мы не можем себе позволить огласку. Представьте, если это попадет в СМИ», — ответил Антон, поглядывая на логотип «Альфа-Мед» на табличке у входа. С тех пор старушка каждый день повторяла одно и то же: «Мой сын все оплатит. Он очень успешный человек». Но время шло, и никто не появлялся. Терпение врачей иссякало. «Мы теряем деньги. Она занимает место, а в палате могла бы лежать пациентка с деньгами», — заявил Валерий на закрытом собрании. «Она просто нас дурит», — добавила Людмила. Антону пришло в голову провести проверку. Он начал искать информацию о Маргарите. В соцсетях и в открытых базах ничего не указывало на наличие у нее семьи. Она никогда не была замужем, детей не имела. «Эта старуха нас обманывает!» — закричал он, швыряя планшет на стол. На следующее утро 3 врачей вошли в палату. Маргарита попыталась поприветствовать их, но Антон прервал ее. «У вас есть 1 день, чтобы оплатить лечение. Иначе мы будем вынуждены обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве». Лицо Маргариты побледнело, слезы выступили на глазах. «Я говорю правду. Мой сын заплатит. Он просто не успевает». Но им было все равно. Они вышли. На следующий день, как они и предполагали, оплата не поступила. Охрана клиники получила распоряжение. С ледяным спокойствием они зашли в палату, схватили Маргариту за руки и вытащили через холл. Она плакала, пыталась остановить их, но ее просто выволокли наружу. Кто-то из персонала молча отворачивался. Другие хмыкали, считая, что справедливость восторжествовала. «Это частная клиника, а не приют», — процедил Валерий. «Мы не можем держать здесь лжецов», — подытожил Антон.
Прошла неделя. Сначала в Альфа-Мед пришло уведомление от поставщика медикаментов о прекращении поставок. Затем последовал звонок из Росздравнадзора. Клиника лишалась лицензии на проведение высокодоходных операций по трансплантации. Появились вопросы к отчетности, финансовая проверка, блокировка некоторых счетов. В панике было собрано экстренное совещание. В конференц-зале напряжение можно было резать ножом. Генеральный директор Игорь Вениаминович вышел к микрофону. Мы выяснили, в чем причина происходящего. Это не ошибка, это последствия. Зал замер. Директор продолжил. Чтобы остановить разрушение нашей клиники, мы обязаны уволить врачей Антона, Людмилу и Валерия. Они замерли, не веря своим ушам. Это требование нашего главного поставщика и Министерства здравоохранения. Все связано с инцидентом с Маргаритой Ивановной Власовой, сказал Игорь Вениаминович. Сначала повисло молчание. Потом Антон воскликнул. «Но кто она такая? Мы проверяли, у нее нет семьи». И тогда Игорь Вениаминович рассказал всю правду. Оказывается, много лет назад Маргарита усыновила мальчика. Он никогда не носил ее фамилию, потому что сохранил фамилию своей матери. Его звали Александр Морозов, и он вырос, став успешнейшим бизнесменом, владельцем концерна по производству элитных автомобилей. Когда Маргарита заболела, сиделка временно оставила ее одну. У нее случился приступ. Она вышла из дома и упала прямо у входа в Альфа-Мед. Документов не было. Ухудшение памяти из-за возраста. И все, что она могла сказать, что у нее есть сын, который все оплатит. Врачи ей не поверили. Сиделка в панике связалась с Александром. Он организовал поиски. Маргариту нашли бродящей по улице спустя 2 дня после того, как ее выкинули из клиники. Александр пришел в ярость. Его влияние позволило перекрыть поставки медикаментов, остановить лицензирование и заморозить счета клиники. «Мы дали вам шанс», — сказал Игорь Вениаминович, «но вы отказались от человечности. Маргарита Ивановна — это не просто пациент. Это символ вашей неспособности быть врачами». Антон, Людмила и Валерий были с позором уволены. Они вышли из клиники, опустив головы. У выхода их ждали 2. Седая женщина с усталым, но добрым лицом и высокий мужчина в дорогом пальто. «Вы недостойны называться врачами», — холодно сказал Александр. «Моя мать заслуживала уважения. Я надеюсь, вы запомните это навсегда». Они не ответили, не смогли, и ушли каждый, под тяжестью собственного позора и сожаления. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.